15 ноября 1978 года самолет DC-8 авиакомпании Loftleider выполнял чартерный рейс 001 из Джиды, Саудовская Аравия, в Сурабаю, Индонезия, с промежуточной посадкой в Коломбо, Шри-Ланка. На борту лайнера находились 262 человека. Самолет был зафрахтован индонезийской авиакомпанией Garuda Индонезия и 15 ноября выполнял чартерный рейс 001 из Джиды в Сурабаю. Экипаж состоял из 13 человек, а в салоне разместились 249 пассажиров, жителей Индонезии, которые ранее совершали хадж в Мекку и теперь возвращались домой. В 18 часов 28 минут авиалайнер вылетел из аэропорта Джиды и после набора высоты занял 330-й эшелон, после чего взял направление к Сурабае. В пути рейсу 001 предстояла промежуточная посадка в Коломбо для дозаправки и смены экипажа. В 22 часа 53 минуты диспетчер контроля в центре Ратмалана передал экипажу, что посадка будет осуществляться на полосу 4 в аэропорту Катунаяки, расположен в пригороде Негомбо. В ответ экипаж запросил посадку на 22-ю полосу, на что диспетчер согласился и дал инструкции захода на посадку на полосу 22 по курсоглиссадной системе. Затем самолет начал снижение и примерно в 167 километров от аэропорта занял высоту 6700 метров. В 23 часа 6 минут экипаж перешел на связь с диспетчером подхода аэропорта Катунаяки, который разрешил снижаться до высоты 610 метров и далее, по его инструкциям, выполнять заход на посадку на взлетно-посадочную полосу 22. Диспетчер также передал экипажу, чтобы те сообщили, когда выйдут на радиомаяк, на что самолета доложили о получении информации, но не подтвердили ее. Диспетчер подхода периодически передавал самолету данные о расстоянии и высоте. Последнее радиосообщение от него было дано в 23 часа 27 минут. Лима-Лима 001, немного левее от осевой линии ВПП, совсем немного левее от центральной линии. 3 километра до полосы, 198 метров. Полоса свободна, посадка разрешена. На что в ответ экипаж в 23 часа 27 минут доложил: понял. Но тут диспетчер подхода увидел рейс 001, который шел на опасно малой высоте. Тогда он дважды сообщил в радиоэфир: «Лима-Лима 001, вы очень низко». Однако экипаж не мог его услышать, так как работал с радарным диспетчером на другой частоте. На глазах диспетчера подхода DC-8 скрылся из виду, после чего в этом районе появился словно огненный шар. В 23 часа 28 минут в 2 километрах от торца полосы 22 и в 31 метре правее продолжения ее осевой линии DC-8 врезался в каучуковые и кокосовые плантации и взорвался. Оказавшись первым свидетелем катастрофы, диспетчер подхода тут же информировал о происшествии своих коллег. В течение получаса к месту катастрофы прибыли 5 пожарных машин. В целом, спасательная операция прошла на удовлетворительном уровне, хотя действие спасателей серьезно ограничивало большое число кокосовых пальм, которые препятствовали подходу к месту катастрофы крупных единиц техники. Всего в катастрофе погибли 183 человека, 8 членов экипажа и 175 пассажиров. Еще 32 человека получили несмертельные ранения, а остальные 47 человек не пострадали. На момент событий катастрофа рейса 001 была второй крупнейшей авиакатастрофой на Шри-Ланке и крупнейшей катастрофой в истории авиации Исландии. В состав комиссии по расследованию причин катастрофы входили представители Шри-Ланки, Исландии, США и Индонезии. По ее результатам были сделаны выводы, что никаких отказов в работе приборов самолета до столкновения не замечено, а экипаж имел необходимую подготовку. Причиной катастрофы, по мнению большинства, стала ошибка экипажа, который, имея все необходимые приборы, допустил скорость снижения выше нормальной, не заметил снижения ниже безопасной высоты и своевременно не использовал возможность ухода на второй круг. Также катастрофе мог способствовать и вероятный внезапный сдвиг ветра, вызвавший значительное снижение самолета. Исландская сторона, которой принадлежал данный борт, однако обжаловала версию об ошибке экипажа, заявив, что причиной катастрофы стало недостаточное техническое оснащение аэропорта, из-за чего
глиссада имела изгиб вниз, а также нарушение в работе диспетчера подхода, который передавал экипажу неверные значения высоты. Смотрите также, 22 мая 2010 года авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express, следовавший рейсом 812 по маршруту Дубай-Мангалур, после посадки в пункте назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул во враг. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.